Привет, ребята! И сегодня мы расскажем вам историю, как мы познакомились, и ответим на некоторые ваши вопросы, которые вы уже писали нам в комментариях под видео. Итак, погнали. Погнали! So, introduce yourself, please. So, привет! My name is Ori and I'm 27 years old. I live in the Philippines, Cagayan de Oro. And I'm a licensed professional teacher taking up a Bachelor of Elementary Education, major in General Education. Меня зовут Игорь, мне 30 лет, сейчас я живу на Филиппинах, до этого я жил 1,5 года в Канаде, до этого еще какое-то время я жил в Европе. Я являюсь сертифицированным тренером TRX, также TRX тренажерного зала. Я магистр физического воспитания и спорта с большим довольно опытом. Итак, мы хотим рассказать вам нашу историю знакомства и как у нас все это произошло. Can you start first about your experience in dating website? Well, for me, it started like, I think that was 2 years ago. I installed a lot of dating apps just just to have fun, but some blogger or some couple um introduced where they met with her husband. So that was Filipino Cupid. So I installed it, and yeah, so I met a lot of, foreigners, but I don't like them because, some foreigners are rude, and and their attitude is like, what they want. So no, just ignore, ignore, ignore. And then this year, yeah, then I met this guy. I don't know what's on my mind, that it was I'm just interested when I saw his profile picture, because it's, you know I don't to be honest, I don't know. Расскажу теперь я немного про свой опыт. Я жил в Канаде, и в какое-то время там все не очень удачно складывалось. Я потерял работу, у меня стало много свободного времени, и я начал смотреть разные видео на YouTube, параллельно ища работу. Наткнулся на несколько видео про Филиппины, филиппинских девушек, женщин, и мне стало интересно. Ну, я стал все больше и больше смотреть. И после этого, мне понравилось, я захотел тоже найти себе пару, жену, потому что есть такой стереотип, что филиппинские жены, в принципе, самые лучшие не только там во всем мире, но и именно даже на Филиппинах. Почему именно Филиппины? Потому что очень большое количество пар с иностранцами живет. То есть вы больше найдете пар, которые в браке с филиппинками, нежели с тайками или вьетнамками. То есть коммуникация с филиппинками проще. Ну, как мне так кажется. Я коммуницировал с китаянками, японками и кореянками в Канаде. То есть у них немного другой менталитет в плане семейных отношений. Но если сравнивать, то с китаянками и с филиппинками будет проще всего. В моем случае с филиппинками проще всего. В общем, я решил весной зарегистрироваться на приложении знакомств, которое я нашел, Филиппина Купид, и просто попробовать посмотреть, как это так, потому что я много видео смотрел, но я не пробовал. Плюс там подписка платная. Я решил зарегистрироваться, вначале просто посмотреть. И если мне будет интересно, я бы оплатил подписку и там дальше уже начал пользоваться этим сайтом. В общем, решил я зарегистрироваться на этом сайте знакомств. И
я не буду врать, где-то за неделю я получил около 300 сообщений. Это были разные женщины в возрасте от 18 до 45 лет. То есть это очень большой контингент с детьми, без разной веры, разного типа телосложения. В принципе, все разное, ну, можно сказать, почти под любой вкус. С многими из них я успел пообщаться, но переписка была какая-то банальная. Привет, как дела, что делаешь, там, ну и все такое, ничего особо там интересного. После этого я наткнулся на Ори, она была одной из тех, кто написал мне тоже сообщение, и просто мы начали с ней переписываться, и потом перешли в WhatsApp, и как-то это все вот так вот пошло. И я подумал, ну а почему бы и не переехать, вроде девушка очень хорошая, мне так показалось. И я начал с ней общаться, после этого у нас начали складываться отношения, я начал делать документы, просто готовиться к браку по интернету. Это было немного странно. Я подготовил все документы, прилетел на Филиппины, просто посмотрел, как здесь все, лишний раз убедился, что я выбрал все правильно, и затем женился. Да? Да. В общем, переписывались мы с марта месяца, общались, по видео созванивались. У нас была разница большая довольно-таки во времени. И иногда это было не очень удобно, потому что я заканчивал рабочий день, у Ори начинался рабочий день, и то есть как-то время было общаться немного, там буквально пару часов перед тем, как я шел спать, потому что я работал, ну, рано утром мне надо было вставать, а у нее как раз обеденный перерыв начинался в то время, когда у меня было 10 вечера. И, в общем, как-то вот мы общались, ну и подумали, почему бы не жениться. И я начал смотреть, как делать разные документы, что для этого надо. Если вам будет интересно и кто-то из вас тоже хочет жениться на Филиппинке, я могу сделать видео по поводу документов, потому что очень много видео в интернете частично правда, частично там не совсем нужные требования, и некоторые требования чуть-чуть поменялись. Например, если раньше вам нужен был загранпаспорт, чтобы жениться, то в случае моей жены ей загранпаспорт не понадобился вообще. То есть мы его сделали просто так. Вот как бы и все. So can you explain your experience while we were speaking and talking about things since much about our relationships? First is, I think it's just a friend conversation, right? Yeah, first few weeks. Yes, first few weeks, and then sometimes by the second week we started like do video calls, right? Am I right? Mm-hmm. And then our conversation it continued for how many months? I think that was six months. Yes. В общем, мы общались с марта месяца, ну, как бы в апреле уже стало все серьезно, и приехал я сюда на Филиппины в конце августа. В конце октября, ну, там, 19 октября мы поженились, так что мы теперь официально муж и жена. Да, жена? Да, жена. Если брать, как проходило все с самого начала, в марте мы познакомились, пообщались несколько недель, как-то в апреле у нас пошли уже там серьезные отношения, и я начал узнавать по поводу всех там различных документов. Это было не очень легко, потому что это все занимает время и деньги. Плюс я не был уверен, что мои документы будут нормальные, потому что требуют, что нужно для того, чтобы жениться обычно за границей. Тебе нужен сертификат о том, что ты не состоишь в браке в твоей стране, и загранпаспорт. Плюс свидетельство о рождении, переведенное на язык той страны.
В моем случае я все это сделал, и я сделал апостиль на эти документы. Но как здесь принято, так как ты иностранец, ты должен поехать после этого в Манилу в посольство и поставить там печать консульскую на твои документы, что они действительные. И тогда ты можешь вступать в брак или там в какие-то еще отношения там различные. В моем случае мне хватило просто поставить апостиль, и все было хорошо. Я даже не ставил апостиль на свидетельство о рождении, я просто сделал нотариальный перевод, и его приняли. Я не был уверен, и поэтому Ори пошла, я не помню, в мае или в июне. Do you remember when you went to the immigration center, asked about my documents? Was it May or June? It's June. Да, это было в июне. Она пошла как бы узнавать это все там у юриста, у адвоката. Так как на Филиппинах заработки не очень большие, я оплатил адвоката, стоило это там не очень много, ну, буквально я там 1000 песо отдал, что в принципе за нотариальные услуги, если сравнивать в других странах, не очень там и много. Плюс потом мне надо было еще за несколько видов там документов узнать, и она тоже ходила, узнавала, я тоже за это платил. Обычно какая проблема у иностранцев с Филиппинами? Филиппинки не все очень порядочные, начинают там просить деньги на всякую нужду. Ну там брат заболел, отец заболел, там телефон сломался, ну и все вот эти вот подобные предлоги, которые вы в принципе услышали бы уже у многих блогеров. Но в моем случае у меня никто никогда денег не просил, я не предлагал, и как-то вот мы общались, и без всего этого обходилось. Плюс я отправил тогда ей деньги, она пошла к адвокату, там все сделала, все как надо. Ну, в общем, все остались довольны. Это самое главное, потому что многие боятся, что они приедут и попадут на скам. Ну, я как бы сделаю отдельное видео, как сделать так, чтобы при знакомстве и при приезде сюда вас не обманули, не развели на деньги, чтобы не остаться потом без штанов, как здесь есть некоторые американцы, которые стоят возле торгового центра и милостыню просят. И не могут вернуться домой, потому что нет денег и документов. В общем, как это так и работает. А после этого, когда были все документы готовы, нам нужно было сделать еще ее локальные документы. Их нельзя сделать без моих, это в частности Синомар. Я до сих пор немного не совсем понимаю, как он работает. Can you explain about Sinomar? What kind is it? It's like a non-marriage certificate here, right? Yes. But why did you include my documents in this Sinomar? Because of both partner have to include it. Yes. Even if you're a foreigner, you need also to get a Sanomar so that it says that you are not married here in the Philippines, only in the Philippines. So that's why I also get has Sanomar here. Да, я, кажется, вспомнил насчет Синомара. Смотрите, то есть это такой же сертификат об отсутствии брака, только на Филиппинах. Как иностранец может его получить? Либо самому надо идти, либо, как я сделал, попросил Ори, она пошла, получила это все до моего приезда. Я ей отправил сканы моих документов, она их включила, ну и подала заявку, и после этого получила Синомар, и в том числе и на меня. То есть у нас, в принципе, он 1 на 2, так как мы на тот момент пара, которая подавалась на брак, и поэтому там нужно был тоже Синомар. Просто я до этого думал, раньше ты приезжаешь, ты идешь его получаешь сам, но приблизительно как у нас справку об отсутствии брака. Оказалось не совсем так. So a few people also have questions. Why did you marry me and date me? Because I'm a foreigner, and honestly, a lot of people think it's because of money. No. Yes, especially, особенно когда у меня нет денег, I don't have money. Yes. You know what's the reason? Why? It's not about the money, it's the genes, Genes. Jeans? Yes. What do you mean, Your jeans? genes. Your genes. Your white, your eyes. Yeah, that's it. And not because of that also.
because I love him. So yeah, I've experienced uh, that I've never experienced before, and he shows that he shows that he loves me, he cares for me, and what I want, he gave it to me. So yeah, and not because of money, because yeah, money is important, but love is the most important thing. Если сделать какой-то вывод или просто вкратце рассказать, мы познакомились в интернете, затем я приехал, переехал, и мы поженились. Почему я решил переехать на Филиппины? Это, в принципе, тоже очень довольно длинная история. Почему я уехал из Канады, а до этого уехал из Европы. Я успел пожить в Ирландии и в Нидерландах. То есть, ну, если будет интересно, я сниму об этом отдельное видео по причинам, почему я уехал, и довольно много людей сейчас уезжает из Канады и из Европы. Можете написать, и мы сделаем об этом еще одно видео. В целом мы живем на юге Минданао, город Кагаян-де-Оро. Это находится на севере острова Минданао. В принципе, мне здесь нравится. Здесь ну, люди очень простые. Сервиса здесь, конечно, не очень-то много, но зато здесь ну, можно спокойно просто жить и ничего не произойдет. Мы пробовали поехать ну, в Сибу до этого, но там все сорвалось. А потом мы ездили в Манилу. В Маниле мне, честно говоря, не очень понравилось. Это ну, не мой город, я просто не очень люблю мегаполисы. Did you like Manila? Yes, but I'm talking about a city where you can live, not just hang out, just to live. no, 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 why? just to live, no, because it's crowded. It's always crowded, noisy, and everything is, you know, I don't like it. It's not the same as here in Cagayan de Oro, that yes, it's traffic, but it's not the same as in Manila. It's crowded, noisy, and even in the train, jeepneys, or any other transportation, it's very crowded. So I don't want to live there. Ну, то есть там очень большое количество людей, скопления, ну, то есть выхлопы, очень шумно. Да, там, конечно, сервис получше, чем в провинциях, но тут, как говорится, каждый уже выбирает, что ему ближе. Плюс Манила находится на острове Лусон, который очень часто подвергается всяким тайфунам и штормам, и, в принципе, просто наводнениям. Мы живем здесь. Сейчас, например, уже там какую неделю подряд в Маниле происходят, ну и там в окрестностях штормы и наводнения. Здесь такого нет и близко. Здесь просто ну, дождь иногда какой-нибудь может пойти сильный в течение получаса, и все. А в последнее время здесь и дождей немного. Там может один дождь какой-нибудь выпадет раз в неделю или там что-нибудь в этом роде. Ну, в принципе, и все. Если вам будут еще какие-то интересные темы, мы обязательно вам Если вам будут еще интересны какие-то темы, мы обязательно вам про них расскажем. В частности, как мы коммуницируем между собой, потому что у нас все-таки разница в языке. Ори сейчас учит русский, ну как бы и сама, и там через Duolingo. Я продолжаю учить английский. Английский у меня просто средний, у меня B1. У меня не очень высокий уровень, и я хочу его еще выше поднять для того, чтобы чувствовать себя свободно. После этого я хотел бы перейти к тагальскому языку, потому что я планирую здесь остаться жить. И, в принципе, здесь английского для жизни хватит, но лучше знать еще и тагальский. Также, если кому-то будет интересно, Ори является учителем английского языка для детей. Она обучает в основном только детей.
там в возрасте от 7 там, ну, и там до 13 лет, бывает там и до 15, ну, зависит там от уровня ребенка. Работает она в основном ну, с азиатскими странами и арабскими странами. Многие дети из них не разговаривают на английском, ну, то есть вообще, то есть там вообще полный ноль. Но там есть методика преподавания, и таким образом она их учит. Я являюсь онлайн-тренером, я веду онлайн-тренировки, то есть по видео. Я провожу тренировки дома и на TRX. То есть на TRX там очень просто, там не нужно очень много места, достаточно иметь петли, немножко свободного места и какое-нибудь там крепление за дверь или там за что-нибудь еще, и все. И домашние тренировки. Также я пишу программы тренировок, у меня есть закрытая группа в Телеграме, где у меня отсняты упражнения с техникой выполнения и с наглядной демонстрацией. Поэтому, если вам будет интересно, ссылки будут в описании к этому видео. Да, такая минутка рекламы. Do you want to say anything to our subscribers? Because we are done, I guess, about our story. So if you have any questions, just comment down below. So we will try to record and answer all those questions. So thank you so much for subscribing, and for the newcomers, please don't forget to like and subscribe to our channel. And Да, в общем, ребята, она тоже комментарии на русском языке читает, ну, переводит их там, естественно, но она все читает. Поэтому, если что, пишите, мы все отснимем и увидимся с вами в следующих видео. Пока! пока!